Заповедь 6. О 2 духах при всяком человеке и внушениях каждого из них. «Я повелел тебе, — сказал пастырь, — в первой заповеди, чтобы хранил ты веру, страх и воздержание». «Да, господин, — подтвердил я, — а теперь я хочу объяснить тебе силу этих добродетелей, чтобы знал ты, как каждая из них действует и какую имеет власть. Двоякого рода их действия и состоят в праведном и неправедном. Ты веруй праведному, неправедному нисколько не веруй, ибо правда имеет путь прямой, а неправда кривой. Но ты иди путем прямым, а кривой оставь. Кривой путь неровен, имеет множество преткновений, скалист и тернист, и ведет к погибели идущих по нему. А те, которые следуют прямому пути, идут ровно и без препятствий, потому что он не скалист и не тернист. Итак, видишь, что лучше идти этим путем. Я сказал: мне нравится идти этим путем. И пойдешь ты, равно как пойдут по нему и все, которые от всего сердца обратятся к Господу. Послушай теперь, — продолжал он, — о вере. 2 ангела с человеком, один добрый, а другой злой. Я спросил его: каким образом, господин, я могу распознать их, если оба ангела живут со мною? Слушай и разумей. Добрый ангел тих и скромен, кроток и мирен, поэтому, войдя в твое сердце, постоянно будет внушать он тебе справедливость, целомудрие, чистоту, ласковость, снисходительность, любовь и благочестие. Когда все это вселится в твое сердце, знай, что добрый ангел с тобою. Верь этому ангелу и следуй делам его. Послушай и о действиях ангела злого. Прежде всего он злобен, гневлив и безрассуден, и действия его злы и развращают рабов Божиих. Поэтому, когда войдет он в твое сердце, из действий его разумей, что это ангел злой. «Каким образом, — спросил я, — узнаю его, господин?» «Слушай, когда овладеют тобой гнев или досада, знай, что он в тебе. Также, когда возникнет в сердце твоем пожелание разных и роскошных яств и напитков, и чужих жен, то вселяются в него гордость, хвастовство, надменность и тому подобное. Тогда знай, что с тобою злой ангел. Поэтому ты, зная его дела, избегай и не верь ему. Дела его злы и не свойственны рабам Божиим. Таковы действия того и другого ангела. Разумей их. Верь ангелу доброму и удаляйся от ангела злого, потому что внушение его во всяком деле злое. Даже если в сердце человека верующего войдет помысел злого ангела, то он непременно согрешит. Если же злые люди откроют сердце свое делам ангела доброго, то обязательно он сделает что-нибудь доброе. Итак, видишь, что хорошо следовать ангелу доброму. Если станешь повиноваться ему и творить его дела, то будешь жить с Богом, равно как и все, которые будут
следовать Его делам, будут жить с Богом. Заповедь 7. О том, что должно бояться Бога, а дьявола бояться не должно. «Бойся, — говорил пастырь, — Господа, и соблюдай заповеди Его, ибо, соблюдая заповеди Божии, будешь тверд в любом деле и преуспеешь в нем. Боясь Господа, будешь все делать хорошо. Вот страх, которым должно страшиться, чтобы спастись. Дьявола же не бойся. Боясь Господа, ты будешь господствовать над дьяволом, потому что в нем нет никакой силы. А в ком нет силы, того не должно бояться. В ком есть превосходная сила, того и должно бояться, ибо всякий, имеющий силу, внушает страх, а кто не имеет силы, всеми презирается. Бойся, впрочем, дел дьявола, потому что они злы. Боясь Господа, ты не совершишь дел дьявола, но удержишься от них. Двоякий есть страх. Если ты захотел сделать злое, то бойся Бога, и не сделаешь этого. Равно, если бы захотел ты сделать доброе, то опять бойся Бога и сделаешь его. Подлинно страх Божий велик, силен и славен. Итак, бойся Бога, и будешь жить. И все те, которые будут бояться Его, соблюдая Его заповеди, будут жить с Богом, а которые не соблюдают Его заповедей, в тех нет жизни. Заповедь 8. О воздержании от зла и о совершении добра. «Я сказал тебе, — продолжал поучение пастырь, — что творения Божии двояки, двояко и воздержание. Поэтому от некоторых следует воздерживаться, а от иных не следует. «Открой мне, Господин, — попросил я, — от чего следует воздерживаться и от чего не следует?» «Воздерживайся, — отвечал он, — от зла и не делай его, а от доброго не воздерживайся, но делай его. Ибо если будешь удерживаться от доброго и не будешь его делать, согрешишь. Итак, удерживайся от всякого зла и делай всякое добро». «От какого зла, — спросил я, — должно удерживаться?» «От прелюбодеяния, пьянства и чрезмерных пиршеств, от излишеств в яствах, от роскоши и тщеславия, от гордости, от лжи и клеветы, от лицемерия, злопамятства и всякого оскорбления чести другого. Таковы дела злые, от которых должно воздерживаться рабу Божию. Кто не воздерживается от них, тот не может жить с Богом. Послушай теперь и о делах, следующих за ними. Разве и еще есть, Господин, дела злые? И подлинно есть еще много такого, от чего должен воздерживаться раб Божий. Это воровство, лжесвидетельство, пожелание чужого, надменность и тому подобное. Не почитаешь ли всего этого злым? Подлинно это есть зло рабов Божиих. И от всего этого должен воздерживаться раб Божий, чтобы жить с Богом и быть вместе с теми, которые воздерживаются от злых дел. А теперь слушай о тех добрых делах, которые положено творить, чтобы спастись. Прежде всего это
вера, страх Божий, любовь, согласие, справедливость, истина, терпение. Лучше их ничего нет в жизни человеческой. Кто соблюдает их и во все дни не станет избегать, тот блажен в своей жизни. Затем следуют добрые дела, состоящие в том, чтобы служить вдовам, печься о сиротах и бедных, избавлять от нужды рабов Божиих, быть гостеприимным, не прекословить, быть уравновешенным, считать себя ниже всех людей, почитать старших возрастом, соблюдать правду, хранить братство, переносить обиды, быть великодушным, не отвергать отпадших от веры, но обращать и успокаивать их, вразумлять согрешающих, не притеснять должников и тому подобное. Не почитаешь ли это добром? «Нет ничего лучше и достойнее этого», — воскликнул я. «Вот и твори эти дела, и не воздерживайся жить с Богом, равно как и все, которые соблюдут эту заповедь, будут жить с Богом». Заповедь 9. Должно просить у Бога постоянно и без сомнения. Далее говорил мне пастырь: «Отринь от себя сомнения и нисколько не колеблись просить чего-либо у Господа, говоря себе: каким образом могу я просить у Господа и получить, столько согрешив пред Ним? Не помышляй этого, но от всего сердца обращайся к Господу и проси без сомнения, и познаешь великую благость Его, потому что Он не презрит тебя, но исполнит прошение души твоей. Ибо Бог не как люди, которые помнят обиды. Он не помнит зла и милосерден к своему созданию. Итак, очисти сердце свое от всех сует настоящего века и прежде всего выполняй данные тебе от Бога наказы, и получишь все блага, которых просишь, и все прошения твои не будут оставлены, если будешь просить у Господа без сомнения. Те же, которые сомневаются, совсем ничего не получают из того, о чем просят. Исполненные веры всего просят с упованием и получают от Господа, ибо просят без сомнения. Всякий колеблющийся человек с трудом спасется, если только не покается. Поэтому очисти сердце свое от сомнения, облекись в веру, и, веруя Господу, получишь все, о чем просишь. Но если иногда, прося о чем-либо Господа, долго не получаешь, не колеблись от того, что сразу не выполняются прошения души твоей, ибо, может быть, для испытания или за грех твой, которого не знаешь, позднее получишь то, что просишь. Но ты не переставай высказывать желание души своей, и будешь вознагражден. Если же придешь в уныние и перестанешь просить, то жалуйся на себя, а не на Бога, что Он не дает тебе. Итак, видишь, как гибельно и ужасно сомнение, и многих даже твердых в вере совсем отторгает от веры. Ибо сомнение — это дочь дьявола и сильно злоумышляет на рабов Божиих. Итак, отвергни сомнение и одолей его во всяком деле,
вооружившись сильной и могущественной верой. Ибо вера все обещает и все совершает. Сомнение же ни в чем не доверяет себе и оттого не имеет успеха в делах своих. Итак, видишь, что вера исходит свыше от Бога и имеет великую силу. Сомнение же есть земной дух от дьявола и силы не имеет. Поэтому служи вере, имеющей силу, и удаляйся от сомнения, которое бессильно, и будете жить с Богом, ты и все люди, поступающие так же.